Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о гусях. Что мы знаем о них? Кажется, все. Ведь это довольно узнаваемые птицы. С детства нам знакомы они. Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите? Да-да-да. Гуси гогочут, дети хохочут, но подходить близко лучше не стоит. Зашипят и пойдут в атаку. Хотя у бабуси, помнится, жили два веселых гуся, серый и белый, вполне мирные и добродушные. История тоже не обошлась без них. Давным-давно именно гуси спасли Рим и с тех пор стали символом бдительности. А перья этих птиц веками служили инструментом писателей и ученых. Гусиными перьями писали хроники, летописи, письма, пока не придумали ручки. А если замерзнешь, покрываешься гусиной кожей, не беда. Пройдись гусиным шагом, быстро согреешься. И, конечно, как не вспомнить Паниковского, великого знатока гусей. Правда, любил он его жареным. Есть гуси в яблоках, есть гусиные лапки, а кто-то пошел дальше и придумал фуагра. Но не только мясо, но и пух гусиный согревал людей. А еще есть гусак, знакомый каждому. Это кран на кухне. Ну о самих гусях, особенно о диких, знаем мы, наверное, немного. Поэтому здесь и сейчас мы поговорим о них поподробнее. Поехали! История гусей началась задолго до человека. Ученые считают, что их древние предки, родственные уткам и лебедям, появились в конце мелового периода, еще во времена динозавров. Однако настоящий рассвет гусиных пришелся на кайнозойскую эру. Ископаемые останки показывают, что уже около 10-15 миллионов лет назад по земле ходили и летали птицы, очень похожие на современных гусей. Их эволюция была тесно связана с водно-болотными угодьями и открытыми ландшафтами, где они заняли важную экологическую нишу травоядных. Дикие гуси всегда привлекали внимание человека, и не только как добыча. В этих птицах есть что-то древнее, умное и настороженное. Их повадки, организация, сама уверенность в полете всегда вызывали уважение. Кто может остаться равнодушным, услышав осенью в холодном небе их протяжный зов, грустный и величественный одновременно? Гусей в северном полушарии можно встретить почти повсюду. На пролете, на гнездовьях, на зимовках. Исключение лишь безводные пустыни и сплошные таежные леса. Родина большинства видов север. Огромные пространства тундры и лесотундры, где короткое лето и бесконечные болота становятся для них домом. У всех гусей много общего. Плотное тело, мощный клюв с острыми краями и зубчиками по бокам, природный инструмент, которым они срезают траву, вылущивают зерна, выдергивают корни из мерзлой земли. Некоторые из гусей способны извлекать моллюсков прямо из раковин. Ноги у гусей длиннее, чем у уток, с заметной цевкой. Благодаря этому они отлично ходят и даже бегают по земле. Перепонки между пальцами позволяют быстро плавать, а при опасности нырять. Некоторые виды уходят под воду почти целиком, выставив наружу только гуску. Оперение у них плотное, с густым пухом под перьями. Оно не меняется по сезонам. Зима или лето, самец или самочка выглядят одинаково. Молодые отличимы лишь тусклыми тонами и менее яркими лапками и клювом. Полный взрослый наряд они обретают только к 3-4-летнему возрасту. Летом наступает трудный период – линька. Она проходит раз в год. Бурно и быстро птицы теряют все маховые рулевые перья и на несколько недель лишаются способности летать. Тогда гуси прячутся на воде, почти не выходя кормиться, и быстро худеют. Размножение гусей – один из самых четко организованных и продуманных природой процессов в мире птиц. Весной, когда на севере начинают таять снег и болота наполняются водой, гуси возвращаются на свои гнездовья, туда, где они сами когда-то вылупились. Пары образуются заранее. Большинство гусей моногамны, и если партнер не погиб, та же пара возвращается вместе из года в год. Гнездо строит обычно самка. Она выбирает сухое место на приподнятом участке рядом с водой, но с хорошим обзором. Гнездо представляет собой простую ямку, устланную мхом, травой и пухом.
которое самка выщипывает со своей груди. Из него получается мягкая и теплая подстилка. Иногда гуси выбирают неожиданные места для гнездования. Обрывы рек, островки среди болот, даже старые птичьи гнезда на деревьях. Некоторые селятся неподалеку от соколов, белых сов или чаек. Хищные соседи отгоняют песцов и ворон, защищая заодно и гусиные кладки. В кладке обычно от 4 до 8 крупных белых яиц. Самка высиживает их около месяца, примерно 27-30 дней, почти не покидая гнездо. Самец в это время не отсиживается, он охраняет территорию, следит и при необходимости вступает в бой с хищниками, даже с лисами или хищными птицами. Птенцы вылупляются покрытые густым пухом и уже через несколько часов готовы следовать за матерью. Гуси-выводковые птицы. Птенцы не остаются в гнезде, а отправляются с родителями к ближайшему водоему. Там начинается их обучение жизни. Как щипать траву, как прятаться, как реагировать на звуки опасности. Растут они быстро. Уже к месячному возрасту гусята уверенно плавают. И к осени многие из них способны выдерживать первый в жизни перелет на юг. Удивительно, но даже после разлета по стаям молодые гуси часто держатся рядом с родителями. И во время перелетов семейные группы не смешиваются. На севере гуси появляются ранней весной. Как только появляются проталины, массовый прилет совпадает с началом таяния снега. Летом прилетают и неполовозрелые птицы, перелиняют, собравшись в отдельные стаи. Зимой гуси выбирают похожие места побережий морей, озера, поймы рек. Одни проводят зиму на мелководьях, другие летают кормиться на поля за десятки километров. Их распорядок строг: ранний подъем, полет к пресной воде, кормежка, снова водопой, а вечером возвращение на ночевку. В ясную погоду день длиннее, в пасмурную короче, но порядок неизменен. К осени семейные группы объединяются в большие стаи. На перелете легко различить семьи. Родители и подросшие птенцы держатся вместе. Молодые потом создают собственные пары, а старые возвращаются на север одни. Первое обучение гусей – момент особый. Они выбирают партнера, прогоняют соперника и, победив, издают характерное торжествующее гоготание. С этого мгновения они уже неразлучны на всю жизнь. Дикие гуси – северные птицы открытых пространств, тундры, лесотундры, пойм и болот. Короткое арктическое лето диктует им быстрый цикл размножения, а затем длинные сезонные кочевки. Осенью гуси собираются в большие стаи, выстраиваются клином и улетают к местам зимовок на юг. Весной те же маршруты ведут их обратно. Главная причина перелетов у гусей – не столько холод, сколько корм. На севере зима запирает травяные пастбища снегом и льдом, а гуси преимущественно растительноядные пастухи, поэтому направление путей определяется не компасом на юг, а наличием открытых водоемов и кормовых угодий. Маршруты дугообразны, часто петляют, огибая горные хребты, пустыни и большие акватории. Важны экологические русла, цепочки мест отдыха и кормежки, дельты, лагуны, пойменные луга. В полете действует строгая координация. Клин экономит энергию. Птицы чередуются на острие. Исследования аэродинамики полета гусей показывают, что V-образный или клиновидный строй действительно снижает общие энергетические затраты стаи примерно на 20-30%. Каждый гусь летит чуть выше и позади предыдущего, попадая в зону восходящих вихрей, создаваемой кончиками крыльев впереди идущей птицы. В этой воздушной лестнице каждая волна подхватывает следующего, и лишь ведущий несет на себе основную нагрузку, поэтому он часто меняется. Уставший уходит в хвост, а другой берет курс. Голосовая связь поддерживает строй, а семейные группы держатся вместе. Молодые гуси идут с родителями первый сезон, запоминая путь, места остановок и опасности. Верность гнездовьям высока. Взрослые возвращаются к тем же участкам тундры год за годом. Знания о путях гусей накоплены благодаря кольцеванию и контрастным шейным меткам, а в последние десятилетия спутниковому и радиотрекингу. Эти методы показали высокую скорость перелета на пролетах с попутным ветром сотни километров в сутки, а также критическую роль ключевых остановок. Потеря нескольких узлов на трассе ведет к падению выживаемости.
Итог прост. Чтобы клин возвращался каждую весну, гусям нужно 3 вещи: целые гнездовья севера, непотревоженные острова отдыха на трассе и рабочие зимовки с травой и водой. Они запоминают маршруты миграции на тысячи километров и возвращаются точно в то же место, где родились. Даже молодые гуси, впервые летящие с родителями, потом всю жизнь будут следовать этим путем. Так из года в год они повторяют свой древний путь из тундры на юг и обратно. Некоторые виды пролетают до 5-6 тысяч километров, а горные гуси поднимаются выше всех птиц на земле до 7000 метров, преодолевая Гималаи. Кто-то спросит, почему не остаться на юге? Зачем эти все опасные перелеты? Теплый климат не их родина, а лишь временное убежище. Здесь они находят пищу и воду, но не дом. На юге слишком много хищников, тесно, жара и беспокойство. Гнездо не убережешь, потомство не вырастешь. Север же зовет их длинным днем, тишиной и свободой. Там, где солнце не заходит неделями, гуси находят все, ради чего стоит вернуться. Безопасность, пространство и свежую траву, которой хватит на весь выводок. Север – их дом. Там, где другим не выжить, гуси находят главное – пространство, тишину и короткое, но безмятежное лето, ради которого стоит пролететь полмира. Эта удивительная адаптация помогла им пережить ледниковые периоды и изменения климата, в конечном итоге породив то разнообразие диких видов, которые мы знаем сегодня. Род гусей относится к отряду гусеобразных, к семейству утиных, подсемейство гусиные. В подсемействе несколько родов. Это северяне-казарки, южноамериканцы-каскоробы, австралийцы – куриные гуси, красавцы-лебеди. Гуси, казарки, каскоробы и так называемые куриные гуси или шеловидные принадлежат к одному большому семейству утиных. И все они занимают промежуточное положение между утками и лебедями, однако различаются строением тела, поведением и образом жизни. Казарки или черные гуси – близкие родственники гусей, но более стройные и контрастно окрашенные. Их можно отличить по черной шее и голове с белыми отметинами, как у канадской или белощекой. А есть и совсем не черные, как, например, краснозобая казарка. Казарки чаще держатся у воды, но пасутся на суше. Они северные кочевники, гнездящиеся в тундре и мигрирующие тысячами километров к югу. В отличие от гусей, казарки осторожнее и летают более организованно. Каскоробы – южноамериканская линия, также промежуточная между гусями и лебедями. У них белое оперение, розовые ноги и клюв, длинная шея, но меньше, чем у лебедя. Каскоробы плавают гораздо чаще, чем гуси, и держатся на мелководных озерах и болотах. Их полет тяжелый, но они все равно хорошо летают и совершают сезонные перемещения. Кстати, из гусей, пожалуй, только каскоробы летят на зимовку не на юг, а на север. И действительно, их направление миграции обратное привычному. Когда наступает южная зима, многие популяции не летят на юг в тепло, ведь дальше только Антарктида, а наоборот, перемещаются на север, в более умеренные районы Аргентины, Уругвая и юга Бразилии. Так что для них север и есть спасительный мягкий климат. Это зеркальное отражение привычных нам северных гусей, которые зимуют в теплых краях и возвращаются на север весной. А это необычные куриные гуси или шеловидные, отдельная ветвь, обитающая в Австралии. Их название отражает внешний вид. Массивное тело, короткая шея, серое оперение, толстый короткий клюв с кожистым основанием. По форме и походке они напоминают больше куропаток, чем гусей. И эти гуси приспособлены к жизни на суше. Много ходят, питаются травой, редко плавают, гнездятся на земле. Полетом пользуются редко, предпочитая пешее передвижение. И, конечно же, род гуси. Самые типичные представители группы. Их тело плотное, шея средней длины, клюв широкий, с зазубринами по краям. Лапы короткие, приспособленные для ходьбы. Большинство гусей серые или белые, питаются преимущественно травой, гнездятся на земле. Они образуют моногамные пары и совершают дальние перелеты. И их в роду 11 видов. Немного, и поэтому давайте посмотрим на них и познакомимся с ними поближе. И начнем мы с горного гуся. Его можно встретить на озерах Тибета, в Монголии, Казахстане и Гималаях, где он гнездится колониями по несколько тысяч пар.
Эти птицы легко узнаваемые по серо-беловатому оперению и двум черным полоскам на голове. Горные гуси гнездятся прямо на земле, выбирая берега холодных озер и речных долин Тибета и Памира. Питаются они травой, побегами и зерном, тщательно выщипывая зелень клювом, как косой. С наступлением холодов стаи устремляются на юг, в Индию, где зимуют на заливных полях и рисовых плантациях. И тут начинается самое интересное. Каждую весну горные гуси совершают одно из самых экстремальных путешествий в животном мире – перелет через Гималаи. Иногда они поднимаются на высоту более 7 километров, иногда даже пересекают перевалы вблизи восьмитысячников. Исследования показывают, что большая часть стаи летит ниже 6000 метров, используя долины и проходы, но отдельные особи способны взлетать и выше, выдерживая холод, ветер и нехватку кислорода. Секрет их выносливости в уникальной физиологии. У горных гусей особый гемоглобин, который эффективнее захватывает кислород. Их сердце пронизано густой сетью капилляров, а митохондрии в мышцах расположены ближе к поверхности клеток, чтобы кислород быстрее достигал тканей. Они дышат глубже и чаще, а крылья у них чуть больше, чем у других гусей. Это снижает нагрузку при полете в разреженном воздухе. Гусь белошей – редкий и впечатляющий красивый представитель рода, живущий на краю света. Это северный вид, обитающий на побережьях и островах Берингового моря. А в английском языке он известен как императорский гусь. Когда первые натуралисты из Европы и Америки описали этот вид в 18-19 веках, их поразила необычная окраска птицы. Контраст между стальным телом и белой короной на голове и шее напоминал им царское убранство. Серое оперение выглядит как узор из мелких перьев, похожих на кольчугу, а белая голова словно венец или манжета из меха. В сочетании с уверенной осанкой и спокойным поведением гусь казался важным и величественным. Так и появилось английское имя – гусь-император. Это птица средней величины, с короткой толстой шеей. Масса самцов достигает 3 килограммов, самки весят около 2. Оперение спины и крыльев серое, с черными волнистыми полосками. Голова и задняя часть шеи белые, передняя сторона шеи и горло бурые. У некоторых особей задняя часть шеи и голова имеют буро-оранжевый или ржавый оттенок. Это не особенность окраски пера, а внешнее окрашивание железом, содержащимся в воде или грунте тундровых водоемов, где птицы кормятся и купаются. Минеральные частицы железа оседают в белом оперении, придавая ему рыжеватый цвет. Клюв розовый, а лапы оранжево-красные. Белошейный гусь гнездится в тундре Восточной Сибири, на побережьях Чукотки и Камчатки, а также в прибрежных районах Аляски. Вне сезона размножения птицы перемещаются вдоль побережий Берингового и Чукотского морей, зимуют на Алеутских островах, у побережья Канады, Калифорнии и Японии. Гнезда строят на земле, часто рядом с водой, у берегов пресных или солоноватых озер, в низкотравной тундре. Общая численность белошейного гуся невелика, вид считается близким к уязвимому. Белый или снежный гусь – один из самых многочисленных и известных обитателей арктических просторов Северной Америки. Его родина – бескрайние тундры Канады, Аляски и Гренландии, где летом земля едва оттаивает под солнцем. Этот вид существует в 2 окрасках – белый со снежным оперением и черными концами крыльев, и голубой, так называемая голубая морфа, у которой тело серо-синеватое, а голова остается белой. Обе формы принадлежат одному виду и нередко встречаются в одной стае. Гнездится белый гусь большими колониями на влажных низинах и берегах арктических озер. Гнезда – простая выемка в земле, устланная травой и пухом. В кладке обычно 3-5 яиц. Самка проявляет исключительную преданность гнезду и может яростно атаковать любого, кто приблизится. Питаются белые гуси травами, корневищами и листьями тундровых растений, а во время зимовки – злаками и остатками зерновых культур. Осенью стаи устремляются на юг, образуя гигантские белые клинья, видимые за километры. Их путь пролегает через Канаду и США до Мексиканского залива.
Гусь росса – небольшой североамериканский вид белых гусей. Ареал гуся росса ограничен Арктикой Северной Америки. Он гнездится в тундрах северо-западной части Канады и на Аляске. Иногда залетает на острова Врангеля. В зимний период перелетает на юг, в долины США и Мексики, где проводит зиму на рисовых полях, болотах и побережьях. Птица социальная и образует большие стаи, часто смешанные с белыми гусями. Его длина тела составляет 70 сантиметров, масса до 1,5 килограммов. Самцы немного крупнее самочек. Внешне он напоминает белого гуся, но заметно меньше и имеет более короткий розовато-красный клюв, без темных пятен по бокам. Оперение чисто белое с легким голубоватым оттенком, а концы крыльев окрашены в черный цвет. У основания клюва заметен голубой налет. У птенцов ноги серо-оливковые, у взрослых становятся красными. Гуменник, северный кочевник, один из самых осторожных и умных представителей рода. Гуменник – крупный дикий гусь, один из самых северных и широко распространенных видов гусей Евразии. Его длина тела достигает 90 сантиметров, размах крыльев до 1,5 метров, масса до 4 килограммов. Самцы немного тяжелее самок. Оперение буровато-серое с темными поперечными полосами на спине и крыльях. Живот светлее, клюв темный, с характерной оранжевой или желтой полосочкой посередине. По ней легко отличить гуменника от других серых гусей. Название происходит от старинного русского слова «гумно» – место, где хранили и молотили зерно. Осенью эти гуси массово собирались на полях, подбирая оставшиеся после уборки зерна. Отсюда и гуменник, то есть гусь, ходящий по гумнам. В природе гуменник образует целый комплекс подвидов, различающихся размерами и маршрутами миграции – таежный, тундровый, восточный и западный. Ученые до сих пор спорят, считать ли их отдельными видами, настолько сильно они адаптированы к разным условиям. Тундровые гуменники, например, гнездятся в арктических низменностях Сибири и перелетают зимовать в Китай и Японию. Таежные в Западной Сибири, на севере Европы зимуют в Прибалтике, Германии, на Балканах. В культуре северных народов гуменник – вестник весны и осени, символ возвращения и пути домой. Его клин в небе всегда означал смену времен года и надежду на урожай. Несмотря на широкое распространение, численность некоторых популяций сокращается из-за охоты и потери мест гнездования. А это короткоклювый гуменник, северный перелетный гусь, близкий родственник обыкновенного гуменника, но отличающийся более компактным телом и коротким ярко-розовым клювом. Его латинское имя буквально означает короткоклювый, а в природе это действительно бросается в глаза. Клюв короткий, но крепкий, специально созданный для выщипывания жесткой тундровой травы. Этот вид гнездится в арктических областях Гренландии, Исландии и на архипелаге Шпицберген. Гнезда устраивают в моховых кочках и на склонах, где тает снег и появляется первая зелень. Осенью короткоклювые гуменники совершают длинные перелеты и зимуют в Северной Европе, преимущественно в Шотландии, Ирландии и Нидерландах. Питаются травами, осоками, злаками и остатками культурных растений на полях. Восточный тундровый гусь – строгий, мощный обитатель северных окраин Евразии, один из самых выносливых представителей рода гусей. По облику он напоминает гуменника, но крупнее и темнее, с более массивной головой. Этот гусь населяет огромные пространства от Урала до Чукотки и Камчатки, выбирая для гнездования влажные тундры и побережья северных морей. Гнездо устраивает на сухих приподнятых местах из мха и травы, устилая пухом. Самка заботливо их высиживает, а самец в это время охраняет участок от хищников, чаек, песцов и на всякий случай от других гусей. Питается восточный тундровый гусь побегами, листьями, злаками и корневищами болотных растений. А осенью огромные стаи тянутся на юг, в Китай, Японию, Корею, где зимуют на рисовых полях и побережьях. А это белолобый гусь. Его легко отличить по белому пятну над клювом, контрастирующему с темным оперением головы, и по черным поперечным полосам на груди. Эта своеобразная окраска делает каждую птицу немного неповторимой. Белолобые гуси гнездятся в арктической тундре
Евразии и Северной Америки, от Скандинавии до Аляски. Гнезда устраивают на сухих местах среди мхов и осок, неподалеку от водоемов. Осенью миллионы белолобых гусей собираются в огромные клинья и летят на юг, в Европу, Китай, Индию, на берега Каспия и Средиземного моря. Белолобый гусь удивительно общительный и подвижный вид. На зимовках его можно увидеть на полях, где он кормится остатками зерна, и у водоемах, где отдыхает целыми стаями. А пискулька – самый маленький и самый редкий представитель рода. Миниатюрный гусь с удивительно живым характером. Его длина всего около 65 сантиметров, а вес редко превышает 2 килограмма. Узнать пискульку легко. У него белое пятно на лбу, короткий розовый клюв и яркое, почти веселое выражение глаз. На груди темные полосы, а оперение серо-бурое с серебристыми оттенками. И внешне он почти не отличается от белолобого гуся, но меньше размером, с коротким розовым клювом и с желтым кольцом вокруг глаза. Их голос звонкий, высокий, пискающий крик, благодаря которому птица и получила свое имя. Пискулька гнездится на севере Европы и Азии, от Скандинавии до Таймыра. Она выбирает для гнезда кочки, островки и приподнятые участки, где суше и безопаснее. В кладке до 6 яиц. Насиживает их самочка, а самец охраняет гнездо. Эти птицы чрезвычайно осторожны, замечают опасность на большом расстоянии и мгновенно поднимаются в воздух. Осенью пискульки летят на берега Средиземного, Черного и Каспийского морей. Миграции их долгие и опасные. Численность вида сегодня стремительно сокращается из-за утраты мест зимовки и охоты. А это необычный гусь-сухонос или гусь-лебедь, восточный родственник серого гуся и предок домашнего китайского. Это стройная, изящная птица, соединяющая в себе черты гуся и лебедя. Длинная шея, высокий лоб, выразительные глаза и гордый профиль. Даже латинское название переводится как лебединоподобный, ареал размножения которого охватывает внутреннюю Монголию, северные районы Китая и юго-восток России. Он перелетный вид, зимует преимущественно в центральной и восточном Китае. Залетные птицы встречаются в Японии и Корее, где они зимовали в большом количестве, когда были более распространены, а реже в Казахстане, Лаосе, на побережье Сибири, на Тайване, в Таиланде и Узбекистане. Хотя этот вид сейчас редко встречается в дикой природе, в свое время он был одомашнен. Интродуцированные и одичавшие популяции домашних пород встречаются во многих местах за пределами естественного ареала. И, наконец, серый гусь. Его естественный ареал охватывает почти всю Европу и Западную Азию, от Исландии, Британских островов до Монголии. Это крупная птица с массивным телом, розовато-оранжевым клювом и серо-бурым оперением, которое переливается на солнце стальными оттенками. Гнездится серый гусь в поймах рек, на болотах и у озер, выбирая густые заросли камыша или ивы. Гнезда строят из сухих стеблей, выстилает их пухом. Серые гуси питаются травами, злаками, корешками, нередко заходят на сельхозполя. Осенью они собираются в большие стаи и улетают на юг, в Северную Африку, Индию и на побережье Средиземного моря. И он тоже был одомашнен, как и сухонос. Вообще гуси – одна из древнейших домашних птиц. Самые ранние свидетельства одомашнивания гусей относятся к культуру Хэмуду в нижнем течении реки Янцзы в Китае и датируются примерно 7000 лет назад. В Европе, Северной Африке и Западной Азии домашние гуси произошли от серого, а в Восточной Азии от лебедя-гусака-сухоноса. Параллельное одомашнивание этих двух видов стало одним из ранних примеров независимого приручения животных в разных частях света. Археологические данные показывают, что гусей держали в Древнем Египте более 4000 лет назад. Изображения гусей встречаются на фресках гробниц периода Нового Царства, где птицы изображены в загонах или у водоемов. В Месопотамии их использовали в пищу и для жертвоприношений, а также изображали в искусстве, начиная с раннединастического периода. Есть данные, что в Юго-Восточной Европе, возможно и в Греции, гуси были одомашнены около 3000 лет до нашей эры. Древние греки считали гусей священными животными, посвященными Персефоне. Гуси упоминаются в поэмах Гомера и в библейских текстах. По преданию, у Пенелопы было 22
домашних гусей, содержавшихся ради красоты. Римляне разводили гусей для мяса, пуха и в качестве сторожей. По легенде, именно гуси храма Юнона спасли Рим. Эту историю мы знаем от Тита Лавия, римского историка рубежа нашей эры. Она произошла в начале 4 века до нашей эры, когда Римская республика была молода и еще не выступала за пределы Италии. С севера пришли сеноны, кельтское племя во главе с Бреном. Римляне называли их, как и всех кельтов, галлами. Они разгромили римское войско и разграбили город. Последним оплотом римлян был Капитолийский холм, укрепленный сакральный центр города, где стояли главные храмы. От голода стражу сморил сон. Уснули даже собаки, а вот гуси, посвященные Юноне и лишь поэтому до сих пор не съеденные, не спали. И когда враги под покровом ночи попытались прорваться на Капитолий, они подняли гогот и перебудили римлян. Атака была отбита. Римлянам все равно пришлось откупаться от Брена, но заслуга гусей не забыта и по сей день. С тех времен гуси считаются и сторожевыми птицами. Их использовали для охраны территории в 20 веке, на складах в Шотландии, военных базах в Германии и даже в Бразилии. А разведение пород началось уже в Европе. Сначала отбирали крупных особей, позже более продуктивных. Уже в 19 веке масса некоторых домашних гусей достигала 8 килограммов. Так гусь, изначально перелетная птица северных болот, стала важным спутником человека и одним из древнейших домашних видов. Сегодня в мире известно около 80 пород домашних гусей, выведенных человеком за несколько тысяч лет. Все они происходят от двух диких видов: серого гуся, прирученного в Европе и на Ближнем Востоке, и лебедя-гусака, одомашненного в Китае. От этих предков пошли все современные формы, от тяжелых мясных до легких яйценосских. В Европе сформировались крупные породы: французская, тулузская, немецкая, мденская, итальянская белая, венгерская. Они отличаются массивным телом, спокойным характером и используются ради мяса и жира. На Востоке преобладают подвижные легкие китайские гуси с длинной шеей и характерной шишкой у клюва. От них произошли многие современные породы Азии и России. Кстати, в России разводят множество пород, а мы отметим холмогорских, линдовских, тулузских и породу легард. Также распространены кубанские, итальянские и китайские. Холмогорские гуси крупные, выносливые, традиционно разводятся ради мяса и жира. Линдовские белые, быстрорастущие, устойчивые к холоду, используются в промышленных хозяйствах. Тулузские легарды отличаются большой массой и спокойным нравом. Кубанские гуси компактные и неприхотливые, подходят для южных регионов. Итальянские ценятся за нежное мясо, а китайские за яйценоскость и активность. Все эти породы адаптированы к разным условиям России и широко разводятся в фермерских хозяйствах. Помимо хозяйственного использования, существовали даже бойцовые породы, применявшиеся для гусиных боев. Особенно славятся тульские и арзамасские породы, коренастые, с мощной шеей и гордым взглядом. В период гона самцы становятся неистовыми защитниками, расправляют крылья, громко кричат и бросаются грудью на соперника. Зимой на Масленицу устраивали гусиные бои, народное зрелище, где побеждал самый стойкий. Крови не допускали, бой был честным, без злобы. Да даже если гусь не бойцовой породы, подходить к нему во время гнездования рискованное дело. Эти птицы превращаются в настоящих стражей, расправляют крылья, шипят, бросаются грудью на врага и могут больно ущипнуть. Гусь защищает свое гнездо не хуже петуха, а порой и храбрее любой собаки. А если гуся растить с детства, не обижать и часто с ним общаться, он станет удивительно ручным и преданным. Такие гуси узнают хозяина по голосу, идут за ним, наблюдают, охраняют двор и даже разговаривают, гогочут в ответ. Доброе воспитание делает из них верных друзей. И несмотря на все разнообразие, гуси остаются одними из самых устойчивых домашних птиц. Они мало изменились с античных времен, сохранив природные черты диких предков: любовь к воде, траве и групповому поведению. Чего не скажешь о популяции диких гусей. Сегодня их стаи редеют. За последние десятилетия численность многих видов резко сократилась. В разговоре часто упоминалось, что гуси птицы очень осторожные. И не зря. Человек постоянно на них охотится, да и не только на них.
Практически все животные боятся человека. Повсюду, где человек приходил в соприкосновение с дикими животными, они начинали опасаться его, как самого грозного, самого беспощадного хищника. Вряд ли отыщется животное, пусть очень крупное и сильное, пусть хорошо вооруженное рогами, когтями и зубами, которое не обратится в бегство, заметив приближение человека. Только там, где человек совершенно неизвестен, местные животные подходят к нему с полным доверием, хотя оно обычно оказывается обманутым. Нужно отправиться на Галапагосские острова или в Антарктиду, или еще в несколько нетронутых мест на Земле, чтобы отыскать животное, которое подпустит к себе человека вплотную, вместо того, чтобы сразу убежать или улететь. Птицы, особенно большие, вроде ястребиных, врановых и водоплавающих, в естественных условиях, пожалуй, даже более пугливы, чем млекопитающие. Человек считает себя владыкой Земли, да так оно и есть, хотя, к сожалению, лишь в указанном выше смысле, причем только на суше. А из птиц, пожалуй, самые доверчивые городские голуби, да и то недавно ставшие синантропами в ожидании корма от человека. А некоторых они только раздражают, задавая вопрос, да какая польза от них, летающие крысы, совершенно не задумываясь, какую пользу для планеты он несет сам. Но дикие гуси не голуби, стреляет их постоянно человек, польза от них-то есть, но только для него самого. Пух, мясо, жир. Со временем эта бесконечная охота оставила след куда глубже, чем может показаться. Уже к середине 19 века многие популяции диких гусей в Европе, Азии начали стремительно сокращаться. Сначала исчезли гнездовья в низовьях рек, там, где удобнее всего было ставить сети и расставлять ловушки. Затем места зимовок, превращенные в рисовые поля и охотничьи угодья. Да, это другой враг, хоть и косвенный, утрата среды обитания. Болота осушали, поймы распахивали, тундровые участки, где гуси выводили птенцов, превращались в промышленные зоны. Некоторые виды оказались на грани исчезновения. Пискулька, некогда обычная в Северной Европе, сегодня редкость. Численность ее диких популяций едва превышает несколько тысяч пар. Белолобый гусь, игуменик удерживаются благодаря строгим мерам охраны и заповедникам. Но даже они уже не формируют тех колоссальных клиньев, что заполняли небо в прошлом. Особенно заметны потери в местах зимовок. В дельтах рек, где охотятся массово, здесь гибнут не только взрослые птицы, но и молодые, не успевшие освоить миграционные маршруты. Некоторые государства начали восстанавливать численность гусей искусственно, создают охраняемые зоны, регулируют охоту, ведут учет перелетных стай. Но даже там, где удается вернуть их, возвращаются не те стаи, что были прежде. И если раньше осенние клинья были символом времени, теперь каждый их крик звучит все реже и реже. Человек уже превратил гусей в домашних помощников, но теперь стоит вопрос обратный. Сумеет ли он помочь выжить их диким собратьям, тем, что все еще помнят дорогу на север и зов, с которого начиналась весна? Когда-то гуси разбудили спящих и спасли город. Интересно, сможет ли человек когда-нибудь проснуться и осознать, что дикая природа – это не фон, не ресурс и не декорация его жизни, а сама ее основа, что ее нужно не покорять, а хранить и ценить, как родной дом. Было бы прекрасно. А где-то в это время гуси снова поднимаются в небо. Их клин тянется тонкой ниточкой над реками и полями, совершая очередной дальний перелет. Они скрываются в голубой дали, а весной возвращаются на свои древние гнездовья, продолжая вечный круг жизни на планете, все так же следуя путями, проложенными задолго до появления городов и дорог, по ветрам, по звездам и по памяти предков. И может быть, именно в этих клиньях, растворяющихся в небе, хранится то, чего человеку все труднее удержать. Чувство правильного пути, верность дому и знание о том, где кончается зима и начинается жизнь. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.